Здравствуйте, наши зрители. Мы продолжаем обзор инопланетно-роботический современных рынков, а именно рынка криптовалют, что на нем происходит, как мы используем некоторые знания в этой области, используем, монетизируя их, получая прибыль, доходные сделки, иногда не совсем верные входы. Ну, в общем, те, кто смотрел, знает, а те, кто не знает, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши увлекательные видео. И сейчас вам расскажет наш инопланетный гость, как дела с его сделками и почему это не финансовая рекомендация. Это наш эксперимент, который мы начали 17 апреля 2025 года, который мы регулярно делаем и делимся обзорами по рынку в реальном времени. Поэтому это ни в коем случае не финансовая рекомендация, это всего лишь то, как делаем это мы. Вы можете прислушиваться, не прислушиваться, но это мы делаем, конечно же, для вас в большей мере и для себя, чтобы отработать ту стратегию, которую мы изучили и немножко проработали. Ну и сразу перейдем к сделке, которую я делаю на Bybit с помощью монеты Link. Те, кто нас смотрел, то понимают, что вот здесь в понедельник я зашел вот в эту сделку, да, и сейчас в данный момент сижу вот в ней, потому что неправильно предугадал или как бы выбрал направление движения монеты. Думал, что монета пойдет вниз, а она вот тут вот после определенной консолидации рванула вверх и как бы дошла до своего какого-то уровня сопротивления и вот так вот продолжает дальше торговаться вот на уровне. Ну, сейчас немножко подросла она, 13,3, да, если раньше она колебалась на уровне 13,1, вот это была большая такая консолидация, то сейчас чуть подросла и теперь торгуется или колеблется в районе 13,3. Все еще сижу, подторговываю другую монету Magic, которую в основном торгую в шорт. Есть лонговые сделки на большинство шортовых, и потихоньку вот так вот жду все-таки падения Линка. Я надеюсь, ты все-таки добьешься своего и пересидишь эту сделку, но нашим зрителям не рекомендую. Если пошло не в вашу сторону, короткий стоп должен остановить ваши убытки, и не нужно ни усредняться, ни пересиживать, по крайней мере, это рекомендация меня как робота. Сказать, что я так не делаю, я тоже сижу в такой же сделке, которую как бы ничего не предвещало беды, я зашел, и это та же монета Магика, которую сегодня уже упоминал наш замечательный инопланетный гость. Но об этом немножко позже. У нас на данном этапе очень высокая доминация биткоина, и весь рынок практически повторяет движение в ту сторону, в которую торгуется биткоин. Вот такой, я надеюсь, видно, уже появилось изображение моего экрана. И вот такая вот картина у нас сейчас на биткоине. Я уберу сейчас элементы рисования, попробую объяснить, что я вижу. А именно здесь я вижу, что каждая следующая вершина, она ниже предыдущей. И, как правило, это для тех, кто знает, будет не новостью, для тех, кто не знает, это признаки нисходящего тренда, но это может быть обманчиво, поскольку у нас дневной таймфрейм, это каждая свеча равняется одному дню, мы видим, что сегодняшний день у нас больше красный, нежели зеленый, да, и еще он не закончился, когда мы будем знать цену, на которой закроется сегодняшний день, тогда и будем понимать, какого цвета будет свеча. Если день открылся по цене ниже, а закрылся по цене выше, то свеча зеленая и наоборот. Вот пока мы видим, что открытие дня у нас было выше, нежели цена сейчас. Но сегодня не об этом, сегодня мы постараемся поговорить о том, что нас ждет дальше. И исходя из того, что я уже сказал, что каждый следующий хай у нас ниже предыдущего, каждая следующая вершина ниже, ну, предполагается, что мы пойдем на снижение. Но поскольку рынок криптовалют может удивлять, и это часто бывает, вполне возможен поход и выше, но для этого нужны определенные обстоятельства. И мы посмотрим, что может нам подсказывать о том, что может рынок оживиться. И это индекс волатильности, который у нас ну, ниже ну, практически не был достаточно давно. Последний раз примерно в этом диапазоне он был в октябре 2023 года, после чего мы можем даже посмотреть, что произошло в октябре 2023 года. Вот у нас 16 число. Да. И вот у нас что произошло. У нас пошел резкий рост. От 16 числа было пика вверх, потом откат, и мы пошли расти. Надеюсь, что и на сегодняшний день этот индекс волатильности нам покажет на то, что мы начнем
расти активно. В общем-то, у нас есть зона неэффективной проторговки. Если мы вернемся на 4-часовой таймфрейм, то увидим, что такое зона неэффективной проторговки, что такое имбалансы, что такое гэпы. Вы можете задать нам вопрос, мы более подробно разберем. Ну, надеемся, нас смотрят те, кто уже что-то знает в этом моменте. И просто скажу, что это расстояние между тенью первой и третьей свечи. Вот если мы возьмем эти 3 свечи, вот здесь тень, они друг друга не касаются, и, как правило, это называется имбалансом, и, как правило, здесь есть скопление ордеров, и, как правило, цена туда частенько приходит. Поэтому, ну, в общем-то, если опираться на то, что цена приходит частенько к имбалансам, ну, я ожидаю, что у нас еще как минимум к 104 тысячам цена может сходить, исходя из того, что нисходящий тренд, исходя из того, что есть имбаланс, и исходя из того, что еще, ну, как бы не было переполнено информационное поле положительными новостями, все-таки еще нет такого сильного шума, чтобы по этой цене прям все заходили и хотели покупать. Скорее всего, что будет еще какое-то колебание на рынке, и мы видим по индексу волатильности, что вот-вот что-то произойдет. Волатильность растет как при падении цены вниз, так и при активном росте цены. В общем-то, когда цена резко меняется в одну, в другую сторону, растет индекс волатильности. Мы торгуем с тобой Magic и Link. Что я вижу? На Линке я тебе буквально на днях говорил, что если мы поднимемся выше определенной линии, которая у меня была прорисована на тот момент зеленым, сейчас я все линии убрал, мы вернем их сейчас одним движением, да, и был у нас с тобой разговор, что когда мы над зеленой линией закрепимся, то мы пойдем выше. Так и произошло, мы сейчас четко над зеленой линией, если перейдем мы на младший таймфрейм, то мы увидим, да, как мы накапливаемся. Вот здесь где-то я тебе об этом говорил, и мы с тобой даже прорисовали вот такой вот сетап. И потом произошло такое вот накопление, даже с выходом, то есть как это по классике, да, 1, 2, 3, 4 точка и поход выше. Вот, ну и тебе даже, я бы сказал, везет, что пошел откат, и, возможно, здесь мы немножко сконсолидируемся и сходим чуток ниже. У меня есть тут различные зарисовки. Это зарисовки из волшебного индикатора не моего, но который я нашел. Кому интересно, напишите, что интересно, я могу поделиться индикатором, который предсказывает немного будущее. Но не совсем точно так же, как и мы на наших обзорах. Поэтому это не финансовая рекомендация, но порою бывает полезно. Ну и вернемся к Магику. У него вот такая интересная история. Здесь я угадал с вот этим рисунком. Это было нарисовано тоже на одном из наших обзоров, либо же перед обзором я искал, что будет, какие варианты можно рассмотреть. Ну и как и ты, да, только ты отторговываешь Магик в шорт, а я уже давно в шорте, и поэтому я отторговываю его в лонг. И скажу, что моя невнимательность, моя загруженность не позволила мне забрать вот эти 2 движения. Я 2 раза видел прибыль, 1 раз здесь, 2 раз здесь, но эту прибыль я не забрал, несмотря на то, что у меня здесь как бы есть и линии проведенные, и все, но цель у меня стоит гораздо выше, цель у меня стоит 14,5, если не ошибаюсь, а до туда цена уже 2 раза не достала, поэтому жду. Да, вот здесь у меня цели, да, вот здесь вот эти вот, скажем, такие сквизы, где есть ликвидность, у меня является целью, и буду ждать прихода цены туда пока. Но на самом деле основное мое ожидание – это поход ниже, благодаря, ну, скажем, направлению, которое я указал, ты и короткими перебежками зарабатываешь, а у меня основной трейд является нисходящим, но какие-то небольшие деньги на отскоках я зарабатываю на вот этих небольших. Сегодня торговал Арбитрум, который нас приятно удивил вот таким своим поведением. И, в общем-то, была лонговая позиция у меня в Арбитруме, и была у меня вот такая линия нисходящего тренда. Пришло оповещение, что растет Арбитрум. Я посмотрел на свои зарисовки, понял, что где-то в районе вот этой линии красной будет остановка. И если кто-то очень внимательно смотрел до того, как я листнул на старший таймфрейм, то увидели вот такой мой сетап, который отторговался 100%. И я отторговал вот такую сделку на Арбитруме шортовую. Ну, мы, как уже мой инопланетный гость сказал, что торгуем в основном одну монету, но когда видим возможности, ну, стараемся их использовать. Что, чего и вам желаем. Поэтому, друзья, смотрите наши обзоры. Мы иногда показываем интересные вещи.
Кому интересно, по какому принципу мы отбираем точки входа, на что мы ориентируемся, когда думаем войти в сделку, либо же не войти в сделку, когда мы знаем, отменить ее или не отменить, и почему порою наш инопланетный гость пересиживает сделки, пишите, мы расскажем обо всем, у нас нет секретов от вас, и скажу вам по секрету, да, что эти наши видео, они сделаны, как сказал наш замечательный, красивый инопланетный гость, для вас в основном, но мы просто, скажем так, чтобы каким-то образом обмениваться опытом, дисциплинировать себя, ведем такие обзоры, ну, в большинстве для вас. Вот такой небольшой обзор сегодняшнего рынка, ситуации на тех монетах, которые я наблюдаю. Большое спасибо опять за такую емкую информацию, детальную информацию. Также хочу пожелать зрителям успешной торговли и поделиться с нами те монеты, которые они хотели бы, чтобы мы рассмотрели, и мы с удовольствием посмотрим там, где они торгуют, что от этой монеты ожидать, и, скорее всего, что получится на этих монетах также заработать. Ну и встретимся уже завтра. До новых встреч, друзья!